День Победы – праздник, посвященный капитуляции нацистской Германии в 1945 году. Впервые он был торжественно открыт в 15 республиках Советского Союза после подписания немецкого акта о капитуляции поздно вечером 8 мая 1945 года. Советское правительство объявило о победе рано утром 9 мая после церемонии подписания в Берлине. Празднование Дня Победы 9 мая было введено указом Президиума Верховного Совета от 8 мая 1945 года, который предписал считать этот день нерабочим. Кроме того, в этот день был издан указ Президиума Верховного Совета об учреждении медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года, завершилось грандиозным салютом. В памяти советских людей оно запечатлелось надолго. Финальным аккордом празднования победы над Германией стал Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года. С 1945 по 1947 годы День Победы являлся нерабочим днем, однако указом Президиума Верховного Совета от 23 декабря 1947 года выходной был отменен. Вместо Дня Победы нерабочим сделали Новый год. Лишь спустя 17 лет, уже при Брежневе, в юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим. Ныне привычные атрибуты праздника появились не за один день. К примеру, за первые 20 послевоенных лет был проведен лишь один парад в честь Победы – 24 июня 1945 года. На протяжении этих 20 лет праздничные мероприятия ограничивались по большей части салютом, однако вся страна вместе с ветеранами минувшей войны отмечала День Победы, невзирая на отсутствие официального выходного. Как при Сталине, так и при Хрущеве трафарет проведения праздника был един. В центральных газетах выходили праздничные передовицы, проводились торжественные вечера, во всех крупных городах СССР давались салюты из 30 артиллерийских залпов. В частности, первый юбилей Победы, 9 мая 1955 года, был обычным рабочим днем, без военного парада, хотя в городах страны прошли торжественные собрания. Можно также отметить концерты и массовые народные гуляния на площадях и в парках. Кроме того, в Москве, столицах союзных республик и в городах-героях был произведен салют 30 артиллерийскими залпами. В период с 1948 по 1964 годы День Победы официально не отмечался. День Победы стал вторым по значимости национальным праздником после годовщины Великой Октябрьской социалистической революции лишь на 20-летний юбилей разгрома Германии. Брежнев внес в ритуал 9 мая две существенных поправки, которые и сегодня имеют продолжение. Состоялся военный парад на Красной площади и прием в Кремлевском дворце съездов. День Победы снова стал нерабочим днем. 9 мая 1965 года состоялся второй парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. С тех пор масштаб торжеств нарастал. На День Победы 1967 года Брежнев лично открыл могилу неизвестного солдата. Юбилейные мероприятия 9 мая 1975 года включали парад на Красной площади, возложение венков к мавзолею Ленина и могиле неизвестного солдата, торжественная манифестация молодежи Москвы на Красной площади, минута молчания и в 21 час ровно праздничный салют. Кроме того, с 60-х годов своеобразные военные парады 9 мая стали проводиться во многих городах СССР. В этот день воинские части и военные училища маршем проходили по улицам городов к военным мемориалам или памятникам погибшим воинам,
где проводились митинги и возложение цветов. 9 мая 1985 года состоялся третий парад в Москве на 40-летие Победы, а 9 мая 1990 года состоялся четвертый парад в столице, и была задействована военная техника Великой Отечественной войны. После распада СССР военные парады 9 мая на Красной площади не проводились до юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли два парада – на Красной площади в пешем строю и на Поклонной горе с участием войск и боевой техники. С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно, но в первое время без боевой техники. После прихода к власти Владимира Путина правительство России начало продвигать престиж правящего режима истории, а национальные праздники и памятные даты стали источником национального самоуважения. День Победы в России все чаще становится праздником, в котором популярная культура играет центральную роль. День Победы в России с 2005 по 2021 год стали самыми популярными праздниками после распада Советского Союза. Праздничные шествия в честь Дня Победы также проходят во всех городах-героях, военных округах, в ряде крупных городов России и стран СНГ. В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к могиле неизвестного солдата, памятникам славы и воинской доблести, гремит праздничный салют. В 2012 году в Томске была впервые проведена акция «Бессмертный полк». Участники акции следуют колонной и несут портреты своих воевавших предков, родителей, дедов и прадедов. Начиная с 2013 года эта традиция распространилась на всю Россию и за ее пределы, и год от года охватывает все большее число городов и стран. В 1995 году на юбилейный праздник 50-летия Победы, открытие мемориального комплекса на Поклонной горе и памятника маршалу Жукову на Манежной площади, пеший парад ветеранов на Красной площади, военной техники на Поклонной горе. В 2000 году к 55-летию Победы последний пеший парад ветеранов прошел на Красной площади. В 2005 году к 60-летию Дня Победы парад состоял из двух частей – исторической и современной. Кульминацией парада стал проезд 2600 ветеранов на полуторках. Старт акции «Георгиевская ленточка». Военный парад на Красной площади в 2020 году стал центральным событием празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он проведен 24 июня в годовщину Парада Победы 1945 года. От проведения парада в День Победы 9 мая пришлось отказаться ввиду карантинных мероприятий. Из-за проведения Парада Победы в 2021 году Московский Кремль 9 мая был закрыт для доступа посетителей в течение всего дня, а также традиционное возложение венка и цветов к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены для посетителей было запрещено. Только президент России Владимир Путин и сопровождавший его президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложили цветы к могиле неизвестного солдата на Красной площади в Москве. А также будут не допущены до 14 мая посещение мавзолея Ленина и некрополь у Кремлевской стены.